Всем привет, меня зовут Елизавета, я основатель компании по карьерному консультированию EP Advisory. И сегодня я хочу поговорить про 10 психологических блоков при поиске работы или что мешает мне найти работу. Можно написать крутое резюме, подготовиться к собеседованию, узнать все о компании. Но иногда бывает так, что к нам обращаются клиенты, у которых вроде бы все хорошо, фасад хорош, а все равно работу новую найти не получается. И тогда мы, как карьерные консультанты, копаем чуть-чуть дальше этого фасада, чтобы понять, какие ментальные и психологические блоки есть у человека или какие проблемы встречаются у него на пути к поиску новой работы. Номер один из этих 10 самых базовых вещей – это отсутствие четкой и реалистичной цели. То есть, когда вы не знаете, куда вы хотите идти, да, из пункта А в пункт Б, если вы не знаете, что такое пункт Б и какой этот пункт, то вам очень сложно будет найти работу. То есть, если в ситуации а-ля «мне любую работу, лишь бы визу дали», да, либо «ой, да мне не важно, главное, чтобы зарплата была 35 тысяч», вы будете удивлены, насколько неправильные работы будут приходить к вам. Поэтому определите, что вы хотите делать, какое карьерное направление, в какой компании вы хотите работать, как должен быть ваш рабочий день, сколько дней в неделю вы хотите работать из офиса, сколько из дома, какую зарплату вы хотите получать и так далее и тому подобное. Мы, как карьерные консультанты, всегда отталкиваемся от долгосрочных целей 3-5 лет и потом отматываем назад. И тогда вам намного легче будет понять, окей, вот сейчас следующие 2 года я хочу делать вот это, потому что через 5 лет я хочу делать это. Также сюда же входят нереалистичные цели. Когда приходит соискатель, имея зарплату сейчас 40 тысяч, говорит, я хочу зарабатывать 70, и при этом он подает на вакансии в зарплаты 70-75, которые вообще не соответствуют его уровню квалификации и так далее, конечно, ему будет трудно найти эту работу. Конечно, скорее всего, вообще нереалистично. И здесь тогда мы, как карьерные консультанты, понимаем, что этому человеку нужно сделать, чтобы получить эту зарплату. Какие-то дополнительные квалификации, возможно, поработать в какой-то вот такой конкретной сфере, которая в дальнейшем через год-два приведет его к такой зарплате, да? Четкие, реалистичные карьерные цели. Номер 2 – это отсутствие структуры. Хаотично отправлять миллион заявок каждый день, там, то через телефон, то еще куда-то, не записывать даже, куда вы отправляли свои резюме, в какие компании вы ходили. Это очень сильно снижает вашу эффективность поиска работы. Когда к нам обращаются клиенты, мы всегда просим их создавать в Excel трекеры, чтобы понимать, в какую компанию, когда вы писали, с кем вы разговаривали. Потому что иногда вам работодатель может сказать, вы знаете, сейчас ничего нет, но напишите через 3 месяца. И шансы, что вы это запомните, очень малы, если у вас нету хоть какой-то системности, когда вы не понимаете, что происходит с какой вакансией, что вам где сказали. Отличный вариант после собеседования записывать какой-то фидбэк, обратную связь, что пошло не так, на какие вопросы вы не так ответили, чтобы дальше можно было бы корректировать там, во время нашей подготовки к собеседованию. То же самое касается структуры по поводу, сколько времени вы готовы тратить на поиск работы. Час в день вечером, либо 3 часа в выходные. И от того, сколько часов вы готовы тратить на поиск работы, это будет прямо пропорционально результату. Поэтому, если вы готовы тратить час в неделю, не ожидайте, что у вас будет job offer через неделю. Да? То есть абсолютно четко понимайте, что структура и насколько вы вовлечены в процесс будет прямо пропорционально вашему результату. 3-й блок – это ваш багаж, да, если я так могу его назвать. То есть это какие-то эмоциональные переживания, которые у вас сейчас есть, которые останавливают вас презентовать себя правильно во время собеседования, отсылать заявки на ту или иную вакансию. Например, у вас проблема с боссом. Вы приходите на собеседование, вы транслируете всем своим телом, да, body language, что у вас ужасно плохо все на работе. И, конечно, работодатель это считывает и не хочет вас брать на работу. Да? Возможно, у вас проблемы дома, вы в каком-то там расстроенном состоянии приходите, упадок сил у вас. То есть вы должны в полной быть боевой готовности, когда вы ищете работу. То же самое касается ваших заявок. Очень часто мы видим, когда мы пишем резюме или там соискатель отправляет заявки, они в момент отправления заявки на новую работу
работу и говорят: да я все равно никогда ее не получу. Да кому я тут нужен? Да никто тут не даст мне никогда визу. И вот эти вот ваши постоянные разговоры с самим собой, он очень сильно влияет на то, насколько классно, качественно и быстро вы находите работу, да? Обязательно слушайте, что вы сами себе говорите во время подготовки к собеседованию, во время отправки заявки на ту вакансию или там, после собеседования и так далее. Номер 4. Отказы. Конечно, всех это демотивирует. Вы знаете какого-нибудь человека, который кайфует от отказов? Я совершенно точно нет. Поэтому, если вам сложно с отказами, есть такое правило. Вам 10 раз скажут нет, но на 11 раз вам скажут да. Это в продажах есть такая штука. Поэтому быстрее дойдите до вот этого 10-11 раза, чтобы вам сказали да. Я считаю, что отказы будут их огромное количество, и вы должны настолько привыкнуть к ним. Если вы реально находитесь в активном поиске, то у вас их будет столько много, что вам будет без проблем их пережить. Если у вас несколько отказов, которые выбивают вас из колеи, значит, вы недостаточно активно ищете работу. Поэтому обязательно не волнуйтесь. Есть даже какие-то приложения, когда нужно каждый день делать какую-то вещь, чтобы получить отказ. И тогда вы просто эмоционально привыкаете к тому, что это нормально. 5-й блок. Кстати, 22 ноября у нас пройдет вебинар. Эльмира наша будет вести вебинар про ошибки при поиске работы и про то, как правильно искать работу. Как раз вот какие-то из этих блоков очень подробно разберет и даст вам прямо план к действию. Если у вас не получается найти работу, обязательно записывайтесь к нам на вебинар. Мы оставим ссылку внизу 22 ноября. Итак, 5-й блок – это непредсказуемость. Конечно, может быть такое, что вам сделают предложение о работе, а потом что-то случится в компании, реструктуризация, еще что-то, и его у вас заберут. Да, бывает так, что вы проходите 10 кругов ада, собеседований, потом выбирают другого кандидата, а вы на 2-м месте. Да, вот это все бывает. И мы, как карьерные консультанты, переживаем вместе с вами каждый раз. И мы для этого и есть у вас, чтобы поддержать вас, чтобы разобрать ошибки, чтобы в следующий раз не сделать какие-то вещи, которые привели к нежелаемому результату. Этого не избежать. Это часть процесса. Да, процесс поиска работы абсолютно непредсказуем. Он завязан на людях. Это не машины. Здесь есть human factor, который никто не отменял. Поэтому пусть это вас не демотивирует. Будьте готовы, что может все что угодно случиться, и до тех пор, пока вы не начнете работать, а там тоже может что-то случиться. Но это все равно маленький процент. Шансы, что если вы все делаете качественно, четко, со стратегией, пониманием, куда вы идете, у вас отсутствуют какие-то эмоциональный багаж, что все будет хорошо. 6-й блок – это боязнь попросить о помощи. У кого-то есть семьи, друзья, с которыми они могут общаться, у кого-то нет этой поддержки. А поддержка в этот момент, во время отказов, непредсказуемости, эмоционального какого-то американских горок, она очень важна. Поэтому я вам очень советую найти кого-то, с кем бы вы вместе могли обсуждать взлеты и падения. И это может быть не только карьерный консультант, это может быть ваш друг. Возможно, кто-то из ваших знакомых сейчас тоже ищет работу. Поговорите с ним. Устраивайте какие-то, может быть, созвоны, чтобы делиться впечатлениями, советами, опытом. Это реально очень сильно поможет. Эмоциональная поддержка, когда вам кто-то скажет, да, все будет нормально. Когда кажется, что уже все попробовал, все равно не получается, она критично важна. Поэтому не забывайте про нее. 8-й блок – это неумение себя продать. Это очень типично для русскоязычных специалистов. Мы не привыкли, у нас нету в генетике. Вот сейчас я вам тут расскажу, какой я классный. Но вы должны понимать, что работодатель, он не сыщик. Он не будет там что-то делать, чтобы понять, насколько вы крутые или нет. Он будет принимать решения, основываясь на той информации, которую вы дали ему во время собеседования, в своем резюме и так далее. Поэтому, если вы не умеете себя продавать, потренируйтесь, сделайте себе этот elevator pitch, сделайте так, что ваше CV отражает все ваши сильные стороны, достижения и так далее. Потренируйтесь с кем-то.
найдите в себе уверенность, это следующий, кстати, блок, чтобы правильно себя презентовать. Как вы себя презентуете? Да, это может быть не для всех органично и как бы естественно, но это придется тренировать. Тренируйте свое, абсолютно точно свое умение себя продавать, иначе это будет реальная проблема во время поиска работы. Следующий, 9-й блок – это неуверенность в себе. Очень часто к нам приходят наикрутейшие специалисты, которые просто не знают свою ценность. Они не знают, в чем они круты. Они не хотят как-то копаться в себе, понимать, в чем же я крут, какие у меня сильные стороны. А чаще всего для них это настолько естественно, что они даже не видят, что это их сильная сторона. Поэтому если вы хотите найти какие-то свои сильные стороны, понять, что у вас есть какая-то ценность, спросите у своих друзей и близких, просто спросите, в чем я крут. Что я делаю лучше всех? Как вы считаете, какие мои сильные стороны? Я про это уже говорила, это очень сильно помогает. Мы с подружками так делаем, когда просто в какой-то момент, что мне дается легче всего. Вам кажется, что это всем дается легче всего? Усидчивость, да? И возможность сконцентрироваться часами на каком-то деле. Но вы будете удивлены, сколькому количеству людей это не дается натурально. Поэтому узнайте себя, узнайте свои ценности, определите их, и дальше поиск работы будет намного легче, потому что это завязано еще и с вашими целями дальнейшими, четким планом и так далее. И 10-й, последний блок – это когда вы думаете, что у меня нет никаких результатов, я все делаю, а ничего не происходит, да, и это некая даже раздраженность на этот счет. Я вам хочу здесь посоветовать смотреть на это как на некую игру или эксперимент. Нету инструкции, которая всем подойдет. Если бы была эта инструкция, как найти новую классную интересную работу, то у всех она была, да? К сожалению, нет такого еще. Поэтому это некая эволюция, это какой-то путь ошибок, проб, изменения траектории. И мы, даже карьерные консультанты, никогда не можем вам 100% сказать, делайте раз, два, три, и все у вас получится. Мы вместе с вами меняем траектории, смотрим, что происходит так, что не так. Может быть, во время этого собеседования вы поймете, да боже мой, это вообще не то, что мне нужно, да, с точки зрения работы, хотя вы всегда думали, что это именно то, что вы хотите. И мы, когда к нам приходят соискатели и, допустим, говорят, я хочу рассмотреть новое карьерное направление, мы им всегда говорим, пойдите и поговорите с человеком, который это уже делает. Узнайте у него все детали, которые присущи этой профессии, этой работе. Если вы это сделали уже, пойдите на собеседование, сходите в компании. Возможно, вы представляете, что работа будет вот такой, а вам работодатель будущий скажет, да нет, вы будете раз в год только ездить куда-то на конференции и так далее, а вы себе представляете очень динамичную работу, где вы туда-туда на эти встречи. Попробуйте, это эксперимент. Вы пробуете, вы что-то смешиваете. И я вас уверяю, все, кто ищет работу, в конце концов ее находят. И, конечно, кто-то находит более подходящую работу, кто-то менее подходящую, но все ее находят. Не думайте, что этот процесс будет всю жизнь у вас длиться, и вы будете всю жизнь искать работу. Нет, вы ее будете искать, возможно, чуть дольше, в зависимости от того, есть ли у вас помощь, поддержка, профессиональная помощь в том числе. Но вы ее, в конце концов, найдете. Поэтому не нужно демотивировать себя отсутствием результата, просто подкорректируйте свои действия, и у вас обязательно все получится. Это все, что касается блоков, ментальных, психологических блоков при поиске работы. Напишите в комментариях, возможно, у вас какой-то еще есть блок, про который я не сказала, их сотни на самом деле. Будем очень рады послушать вашу историю, и, возможно, вам что-то помогло преодолеть этот блок, и вы получили работу своей мечты. До следующей недели!